Привет, друзья! Приветствую вас, величественные герои! Ну что, поиграем с вами немножечко в Kingdom Rush Origins и продолжим наше величественное путешествие в волшебном лесу. На прохождение следующего этапа один из моих подписчиков предложил взять вот этого величественного, такого харизматичного и мощного персонажа Храбродуба. Не знаю, как вам, а мне этот образ героя в первую очередь дает отсылочку на еще одного занимательного героя киновселенной Marvel, Грута из Стражей Галактики. Прекрасный образ. Помимо всего прочего, Храбродуб — это у нас лорд энтов. А энты — это, друзья, напомню, разумная древинная раса из Властелина колец. Я думаю, вы тоже это очень хорошо и замечательно помните. Я прокачал его на 10 уровень. На самом деле качался он довольно интересно, динамично, повеселее, нежели Синь, но не так, скажем, активно и быстро, как Рац и Стежок. Это два героя, которых мы с вами юзали прошлые разы, и, в принципе, вот я тоже о них немножко поговорил и свое мнение высказал. Храбродуб, конечно, герой, вот, ну, знаете, на high level, то есть он однозначно повыше будет предыдущих героев. Герой платный, если брать по мобильной версии, как бы на стимовской, вот он у меня как бы доступный уже при покупке самой игры. Качнул на 10 уровень, друзья, и давайте мы вкачаем его общие способности. Первое — это острые корни. Острые корни вырываются из земли и наносят 80-120 очков урона по площади. Следующее у него — семена дуба. Призывает двух могучих саженцев, которые бьют и блокируют врагов. Кстати, вот играя Храбродубом, именно вот эти саджанцы, они мне, знаете, кого напомнили? Они мне напомнили древние. Вот тех вот с первого КР, вот этот душниловский моп, эти древние, которые на локациях гнилого леса и грибного леса, они прям просто мозг выклевывали, выносили и так бесили жутко, что просто капец. Ну а тут вот они у меня своего рода такие вот союзные. Но, конечно, еще, знаете, как бы Origins у нас происходит до событий первой КР, поэтому эти древние, они такие еще, скажем, девственно нетронутые. То есть такие живые, веселые, мощные и вообще занимательные, зажигательные. Так, третья способка Храбродуба — это отличный бросок. Хватает любого врага и выбрасывает его с поля. Это офигительная тема вообще, притом он может любого врага фигануть, как бы и заваншотить, и до свидосы. Кстати, похожая способка у героя Kingdom Rush Альянс, у Боеголова. И знаете, вот, кстати, вот какими-то некоторыми действиями, там, образами и движениями Храбродуб, мне кажется, был своего рода таким, ну не знаю, прародителем, что ли, создания некоторых способок героев Альянса. Вот, например, эта способность для Боеголова. Перемещение Храбродуба, я вам потом продемонстрирую это уже, играя непосредственно на локации, очень похоже с перемещением новой героини Мизгирь из Арахнофобии Альянса. А движение Храбродуба на небольшую дистанцию мне прям напомнило Тореса, вот, ну, не знаю. А его ульта, вот эта вот прекрасная вещь, гнев природы, ну вот чем-то, знаете, напоминает корни, это ульту Ниру. Вот прям я не знаю вообще. Кстати, что интересно и прикольно, по поводу Ниру продолжаются определенные дискуссии по поводу того, бабка это или мужик. Ну, не знаю, это прям настолько весело и занимательно, что по сей день продолжаются как бы рассуждения этого момента, что, ну, интересно. В общем, гнев природы устилает большую область 15 колючими лианами, наносящими по 60 очков урона по площади. И последняя способка — это у нас, друзья, соки весны. Храбродуб укутывается коконом, восстанавливая за 4 секунды себе и союзникам 840 очков здоровья. С учетом того, что у него вроде даже на 10 уровне единиц ХП меньше, нежели он восстанавливает, то бишь он как бы может себе
себя зарегенить на 100%, друзья. Делает он как бы этот навык применяет, когда у него уровень здоровья меньше 30%. Но эта тема очень прикольная, очень классная. Он себя так окутывает в определенный кокон и регенится по полной программе. Вообще, в целом, такой небольшой, знаете, как бы перед тем, как мы начали и прохождение следующего этапа, Храбродуб довольно интересный персонаж в том, что его тактика и стратегия игры, она довольно гибридна, потому что по своему образу, подобию, уровню здоровья и урону, это чисто такой, знаете, как бы чистокровный танк. Но при этом он имеет возможность быстрого перемещения с одной точки на другую. Это, конечно, ниже скорости телепортации, но это выглядит прям безумно занимательно, классно. И я люблю таких героев, которые вот довольно быстро могут с точки А в точку Б переместиться. Помимо этого, он имеет способность регенить, да, вот как бы восстанавливает себе и союзникам здоровье. То бишь, это хорошая поддержка. Это, ну, такой замечательный саппорт в определенных моментах. Если, например, карта имеет вот один выход и точку пересечения, если его поставить вот на перекрестке и держать вместе с юнитами, то это будет очень хорошая задержка, друзья. Помимо всего прочего, он имеет способку острые корни, которые вот вырываются из земли, и он имеет атаку по площади. Да, там это надо подгадать. Время восстановления точно не помню, вроде 25 секунд, ну, как бы немало. Но тем не менее, это тоже довольно мощная вещь. Вообще, Храбродуб, он медленный герой в плане нанесения удара. У него вроде там, он наносит удар каждые 2 секунды. Это, наверное, самый медлительный ну, герой вот из всех представленных в Ориджинсе. Ну, реально Торрес, вот, не знаю. Но при этом он играется прям очень превосходно. Еще что касается той же самой задержки, это, да, вот 2 могучих саджанца. То есть ему как бы вот в поддержку еще 2 дополнительных юнита. То есть такая вот своего рода небольшая мобильная казарма. Ну, короче, очень-очень-очень прикольно. Так, друзья, все, такое небольшое отступление, и давайте уже непосредственно к нашему этапу. Берем Храбродуба, так, проверяем, невозможно, все, и мы отправляемся, друзья, в Гримсбург. Кстати, название карты, я не знаю, кто переводил, ну точно не наши общелюбимые, многоуважаемые переводчики Альянса, потому что они вроде только Альянсом занимались и пиратским ДЛС Ведженса, но Гримсбург, вот максимально перевод соответствует как бы самой карте, я сейчас вам расскажу почему. Жуткие хранители леса будут биться на нашей стороне, но кое-кто из фей переметнулся к врагам, а наших солдат пугают приближающиеся странные звуки, но хвала Элине, наш элитный отряд «Золотые луки» сумел прорваться мимо вражеских рубежей и закрепиться среди зачарованных домов Гримсбурга. Генерал, мы должны им помочь. Так, давайте, друзья, рванем в бой. Итак, друзья, на этом уровне мне доступны 2 новых башенки. Это Золотые луки, башня 4 уровня, и казарма 4 уровня, Хранители леса. На самом деле, Золотые луки хорошая башня, у нее довольно прикольные и занимательные способки. Но если честно, если выбирать, например, между золотыми луками и волшебными, то волшебные мне вот реально будут ближе по душе, и эту башенку я железобетонно выберу, ну, как бы для себя в приоритет. Я ее, кстати, вот сюда вот, наверное, и заюзаю по центру и прокачаю поток стрел. Прекрасная, замечательная и офигительная способка. Да, радиус атаки у этой башни не такой мощный, как у золотых луков, но тем не менее, друзья. А вот теперь вот что касается Храбродуба. Вот он наш величественный, замечательный, занимательный геройчик, друзья. То, ну, что касается его передвижения, по поводу вот Мизгирь, что я говорил, вот смотрите, вы можете его заспавнить в том же месте, в котором он находится. То бишь вот на ближнее расстояние он себе перемещается как обычный герой, как любой другой персонаж. Но если вы хотите, например, ну, как бы ускорить его передвижение, вы выбираете точку где-нибудь в другой части карты, но при этом еще до того, как он сделал рывок, то есть до того, пока вот анимация его произошла, вы возвращаете кликом на то же самое место.
Это же делает новый персонаж Альянса из арахнофобии Мизгирь. Но когда она передвигается, она наносит урон, когда она вылазит из-под земли, да, как бы вот. И это очень хорошо работает при толпе врагов. Здесь же Храбродуб урона не наносит, то бишь это просто вот такая вот, знаете, вот интересная особенность этого героя. И я не знаю, будет она вам полезна или нет, но вот такой интересный аспект как бы присутствует. Так, друзья, давайте мы с вами еще, наверное, вот так вот сделаем. Да, разогнался. Я тут луков себе поставил, поэтому, в принципе, с пехоткой пока у меня вот спокойненько, свободненько. Так, давайте мы с вами по ачивочкам. Вот то, что вот говорил по поводу Гримсбурга, друзья, максимально соответствует название этой вот карты, ну, точнее, название этапа этой карте. Во-первых, мы можем с вами наблюдать вот этот вот интересный пряничный домик с вот этой вот коргой, вот этой ведьмочкой, друзья. Это сказка братьев Гримм под названием «Пряничный домик». И здесь вот мы спасаем Гензель и Гретель, любителей сладенького. А вот здесь вот, друзья, у нас вот персонажи. Это Красная Шапочка, которую вот мы только что с вами нашли. И вот здесь вот выглядывал волчара, которого мы с вами тоже, в принципе, найдем. И вот это, друзья, как раз сказка Красная Шапочка, которой также авторы являются братья Гримм. Вообще, в целом, они довольно много написали тех или иных сказок интересных. Я помню, даже по детству много их почитал. Так, ладно, давайте мы, наверное, с вами начнем игру. И уже по ходу дела будем здесь вот волчару кликать, потому что вот побежал, он спрятался. А вот это вот поросенок и вот волчара, друзья, вот мы их нашли. Касательно поросят, это у нас 3 поросят, друзья. Эту сказку написали не братья Гримм, там другие авторы. Но вот волчара тоже присутствует в 3 поросятах, поэтому вот их, наверное, сюда вот и затусили, не знаю. Так, давайте мы сюда, наверное, вот пехотку тоже вытянем по центру, вот хорошо, по красоте. Так. Вот этот, конечно, сатир Гоплит, он вот может проблемку мне создавать, но я надеюсь, что его сейчас вот мой Храбродуб вот так по красоте заваншотит. И вот, знаете, в идеале, конечно, было бы эту его способку ловить. Но как это сделать? Я же не буду в голове как бы себе считать там 25 или 35 секунд. Я не помню, какой у него там, ну, по времени перезарядка способки и, соответственно, вот просто подугадывать. Кстати, вот в плане передвижения Храбродуба его надо немного вот вперед как бы выводить, потому что есть у него слегка вот запоздание. Давай сюда, давай, чувак, сюда, давай, иди сюда. Так, давайте мы, наверное, корни вот так вот зарядим. Ух, хорош, просто 2 из 2, ты мой красавчик. Вообще просто прекрасно. Это, кстати, знаете, чем-то способка напоминает вот бейсбол. Ну, америкосы любят эту игру. Я вообще, конечно, не понимаю прикола и смысла этой игры, как и американский футбол. Но вот они от этого кайфуют. Мне все же ближе вот европейский вид спорта, футбол, ну, европейский наш обычный, классический, как бы. Вот он мне нравится больше. Так, хорошо. Одной из проблем этой локации будут вот угрюмки. 17 угрюмок будет сейчас вот на меня лететь. Давайте мы вызовем следующую волну. Не забываем про Храбродуба. Угрюмки имеют вот способность к размножению, друзья. Вот они имеют способность к размножению. И мне здесь вот необходимо будет их контролить. Я хочу на самом деле максимально минимизировать постройку лучников на этой локации, и я бы хотел больше вот отыграть именно лесными хранителями эту башенку заюзать. Она довольно неплохая, она довольно хорошая и многофункциональная, поэтому будем смотреть, друзья, как это у меня будет получаться. Надеюсь, что вот одни мои лучники смогут справиться. Ну, может придется ставить еще одних, я не знаю, посмотрим, друзья, посмотрим. Пока вот мое подкрепление очень даже неплохо с этим делом справляется. Так, хорошо, побежали, сумеречные истязатели, побежали.
побежали. Мы их вот так вот траванем слегка. И мои лучники их тут немножко добьют. Так, хорошо, давай. Добро пожаловать в джунгли. Кстати, тоже одна из фраз Храбродуба, он озвучивает, что вот одиноко стоящее дерево или одиноко растущее дерево, оно как бы вот растет и становится более мощнее, более сильнее и более крепче и выше. В принципе, логика этого момента присутствует, потому что весь ресурс, как бы вот место, где дерево растет, вот, потребляет только лишь вот персонально это само, ну, деревцо. Ну, полезные элементы, которые вот хранятся в черноземе, они вот, ну, не расходуются, скажем, на несколько растущих деревьев. Ну и солнце, соответственно, солнце, то есть ветки других деревьев не закрывают само дерево. Ну, как-то так, короче. Так, хорошо. Давайте вот здесь вот так вот мы сделаем тоже красивенько. Вот так вот мы сделаем красивенько. Кстати, друзья, возвращаясь вот к американскому футболу, есть такой довольно интересный фильм. Я сейчас не вспомню название, но точно помню, что главную роль в нем сыграл Уилл Смит. Тоже вот прекраснейший актер, прям один из моих любимейших. И сейчас он в таком, знаете, своего рода небольшом бане находится Голливуда, потому что на одном из событий вручения Оскара там еще один актер имел вот неосторожность некрасиво повести себя и отозваться о жене Уилл Смита, за что и получил по мордасам. И на самом деле правильно Уилл Смит сделал, по делам тому поцу, потому что нельзя как бы вот переходить на личностные, особенно когда это касается близких, родных и любимых людей. Так, шестая волна, друзья. Так вот, в том фильме, он основан, кстати, на реальных событиях, и Уилл Смит, он играет спортивного врача. Не спортивного, он играет патологоанатома, точно, патологоанатома. И задается вопросом, что довольно много из бывших спортсменов, ну, американского футбола, ну, как бы вот, не то что погибали, умирали от инсульта. Ну, то есть проблемы с сосудами мозга и, как бы, вот, притом в довольно молодом возрасте, что нетипично, скажем так. И... Так, давайте Храбродуба, наверное, вернем сюда. Где-то он у меня затерялся. Затерялся в недрах. Так, давайте мы сделаем, наверное, этих сюда подтянем. В глубинах земель затерялся. Да, так вот, задался вопросом и проводил там всевозможные довольно дорогостоящие тесты по поводу, там, нарезал мозг такими, знаете, ломтиками хлебными, отправлял на диагностику. Короче, по итогу он пришел к выводу, что причиной гибели спортсменов является именно американский футбол, а точнее неестественное столкновение людей друг с дружкой и там голова, знаете, об голову и все такое. То есть в том плане, что когда идет соприкосновение, мозг бьется о шлем. Это, ну, приводит к таким микротравмам определенным, и из-за этого вот как бы страдает мозг, друзья, страдает мозг. Так, давайте этих угрюмок мы зафигачим, здесь вот тоже поставим, наверное, сейчас подкрепление поставим. Ну, по итогу он обратился там к комиссии по поводу того, что американский футбол убивает в прямом смысле слова. Ну, на что ему сказали: чувак, ты будь осторожен с этими высказываниями, потому что это как бы любимая игра миллионов, там, всех американцев, бла-бла-бла, туда-сюда, поэтому нам пофиг, типа, все твои вот эти вот рассуждения, размышления, нам все это до фени. Так, хорошо, давайте мы... Так, вот, в общем... Не помню название фильма, но будет интересно, напишите в комментариях, я поищу и напишу название. Так, друзья, восьмая волна. Монеток у меня на самом деле не густо, и не дает оно мне нормально прокачать пока моих вот хранителей леса, как бы я этого хотел, пока вот не дает. Но посмотрим. Возможно, в дальнейшем у меня вот появится такая возможность, и я докачаю. Так, давай вот так вот мы, наверное, вот фиганем по красоте сюда. Давай, Храбродуб, иди сюда, мой хорошенький.
Иди сюда, тут подкрепленца поставим. Нету пока каких-то таких, наверное, врагов, что ли, мощных, которые бы могли мне вот немножко бабосиков подкинуть, чтобы я мог здесь вот вкачать все-таки. Так, восьмая волна у меня, в принципе, башенок немножечко стоит. Так, давай, храбродуб, подтягивайся, вали этого вот сатира гоплита, вали. Не дай ему шанса прорвать нашу величественную оборону. Так, давайте вот так вот немножко корнями приостановим, подкрепленца поставим. Не хотелось бы вот здесь, знаете, кого-то упустить. Вот давайте вот корни прокачаем. Мрачный садовник. Хорошая способка, покрывает область колючими лианами, которые на 6 секунд замедляют и ранят врагов. Прекрасная тема. Я вообще люблю способки, которые имеют возможность бить по площади. Я не знаю, вот оно мне прям очень-очень-очень импонирует. Так, хорошо, давайте сюда храбродуба, тут подкрепленницы поставим. Так, вот было бы неплохо закачать вот здесь вот у меня хранителей, наверное. Прелестно, вот просто прелестно. Он только что использовал свою способку атаки по площади. Вот если бы он еще этого сейчас ваншотнул и отправил далеко-далеко-далеко за границы карты, было бы вообще, наверное, шикарно. Так, хорошо, давайте вот здесь вот так вот мы сделаем. Угрюмок зафигачим. Так, давай, подкрепленница. Вот так вот поставим. 9-я волна у нас идет. Угрюмки не дают бабла, друзья. Не дают угрюмки бабосика. Вот здесь вот так вот мы тоже хорошенечко придержали. Так, давай подкрепленница поставим. Поставим подкрепленница. Так, может моих вот лучников прокачать, наверное, прокачаю лучников, они, в принципе, хорошо наносят вот по площади, урончик дают по площади, так, и вот надо было бы, наверное, мне вкачать и пехотку мою, чтобы они тоже могли красивенько наносить урон по площади, так, вот так, давайте мы сделаем, вот так мы сделаем, давай, хорош, докинули, хорош. Так, давайте мы сделаем вот так вот, давайте мы вольнем и вызовем следующую, друзья, волну. Так, замечательно. Сюда храбродуба, наверное, вот подтянем. Так, вот эти вот пусть, наверное, хилят мне союзников. Вот здесь вот я бы тоже еще поставил. Нету бабла, друзья, нету бабла. Вот так всегда. Вот только подумаешь, захочешь вот какую-то интересность организовать, а денег нет. Вот так. Так, хорошо, давайте сюда храбродуба поставим. Вот здесь вот мы, наверное, корни используем. И здесь вот мы поддержим наших лесных гвардейцев. Так, 10-я волна. Наверное, я тоже буду в этом прохождении, друзья, отыгрывать только один этап, потому что, в принципе, миссии довольно, долгие, то есть, как бы, видео может действительно затянуться. Вот так, давайте. Боже, какие же тут душниловские типы, и вроде, знаете, ничего такого особого, там и здоровья сильно много нет, но вот они заставляют с ними поиграться немножко. Так, что у меня есть? Сатир головорез, брандашмых. Будет у меня идти брандашмых. Так, ладно, вот этот, конечно, ежик может немножко проблем мне создать. Еще вот видите, заблочили мои казармы. Так, давайте мы сделаем подкрепленницы, поставим. Сейчас мой храбродуб справится с этим ежом. Думаю, по красоте. Так, вот так давайте мы сделаем. Поставим подкрепленница. Так, а ну давай зарегенься. Хорош, красавчик, вот так отправил. Если бы он это сделал, конечно, в самом начале, но опять-таки, я же говорю, надо ловить эту способку. И вот было бы вообще прям восхитительно и замечательно. Так, надо мне здесь тоже мрачного садовника вкачать. И, наверное, вкачать, чтобы мне этот не регенил, а вот чтобы закидывал, тоже по красоте закидывал. Так, давайте мы сюда вот подгоним храбродуба. Давай прокачаем вот дубовое копье.
улучшает. Копия хранителей наносит 125 очков урона. Так, что у меня здесь? 12-я волна. Ладно, друзья, не буду читать, не буду томить. И так, в принципе, видео, думаю, получится довольно таким продолжительным. Так, поскакали, сатиры поскакали. Сейчас будем мы сатиров тоже красивенько убирать. Вот. Хорошо, что сделали вот эти вот, да, такие вот своего рода драгоценные камушки. И видно вот где и как и когда враги приближаются. Вот это я тут, конечно, наспомнил свои хранители леса. Они мне здесь, конечно, вообще молодчиночки. Так, вот здесь давайте вот так вот тоже качнем. Так, сюда моего храбродуба подтянем. И давайте мы, наверное, вот здесь вот так вот его способочку тоже заюзаем. Прекрасный герой. Жаль, конечно, что на мобильных устройствах он платный. И, ну, я, например, когда играл в Origins на телефоне, ну, я себе не позволял приобретать, как бы, героев там за деньги. И даже не по причине того, что там финансов, да, там не хватало или еще что-то. Ну, просто не видел особо в этом там сильного смысла. А вот играя на ПК, он как раз вот мне, наверное, именно этот аспект и помог немножко по-другому открыть для себя Origins, вот взглянуть на эту игру, прекрасная игра. И вот есть возможность такая вот красивенько заюзать боевой садовник. Вырастите 100 колючих лиан. Прикольно. Еще и этот открыл достиженница. Да, так вот, можно поиграть как бы разнообразными геройчиками. Кстати, когда храбродуб хилится, друзья, его нельзя перемещать, потому что он сразу же в мгновение, ну, прекращает как бы эту свою способность юзать. Так, вот так давайте мы, наверное, вот так мы сделаем. Вот так мы, наверное, сделаем. Но вообще в целом надо лианчики. Мне надо лианчики будет качать. Так, давайте мы, наверное, заделаем. Так, храбродуб, давай, хилься. Долго он, конечно, регенит свое здоровье, но, в принципе, на то и баланс. Так, хорошо. Можно было бы, наверное, еще здесь вот пехотку поставить. Или лучников еще одних поставить. Ладно. Пусть пока вот у меня, наверное, вот в таком количестве будет. Подсобираю монеточек, друзья, а там уже посмотрю, что можно будет сделать. Может, вот здесь бы я бы еще одну казарму, наверное, влупил бы. Как раз возле своих лучников. Ну, посмотрим. Монеток не густо мне подкидывают как бы враги. Благо, что вот как раз перекресточек, то, о чем я говорил, можно сконцентрировать внимание обороны именно на этом пятачке. И храбродуб с этим прекрасно справляется. Мало того, что и юнитов хилит, и все свои способки прелестно использует. И, в принципе, мои вот хранители леса тоже замечательно здесь отрабатывают по полной программе. Так, хорошо, давайте, наверное, поставлю, друзья, еще одну башенку поставлю, еще хранителей поставлю тоже, пусть вот сюда вот толпучечку поставлю. Вот это движ пошел, елки-палки. Так, давай, храбродуб, давай, справляйся, я в тебя верю. Так, друзья, сейчас у меня пойдет 15-я волна, сейчас у меня пойдут угрюмки, правда их тут 5, здесь у меня угрюмы, а здесь 15 угрюмок. Конечно, зато у меня здесь брандашмыгов 4 будет, и это нехиленько. Так, хорошо, давайте мы вот так вот сделаем, еще, наверное, копья надо было бы вкачать, вот так мы давайте сделаем, сейчас вот они сюда вот подлетят, угрюмки, вот так вот мы сделаем с этими угрюмками. Мне главное вот дождаться подлета угрюмок дождаться, точнее их выхода целиком, и тогда вот можно уже будет заюзать ульту, друзья. Я думаю, можно будет тогда уже заюзать ульту. Так, не знаю. Все ли у меня угрюмки, но выхода нет, поэтому давайте, наверное,
Вот так мы сделаем. Вот так вот мы сделаем. Вот здесь вот так вот мы сделаем. Мы монеточки, монеточки, монеточки. Вообще нету бабла. Вообще просто тупо вообще нету бабла. 15-я волна у меня 329 монеточек. Вот здесь давайте мы сделаем, наверное, сюда можно храбродуба. Нет, давайте мы его вернем. Давайте мы его вернем. Так, подзарядится ульта. Ульту я, если что, придержу. Так, давайте вот так мы, наверное, вкачаем. Вот так. Это называется, я хотел себе этот монеточек сохранить на случай, если мне понадобится. Вот, опять угрюмки полетели. Если вдруг мне понадобится ставить башню... Вот так, давайте мы сделаем лучника. Вот так, может у меня как раз сейчас подзарядится моя ульта. Так, давайте, давай. Хорошо, подзарядилась моя ульта. И это не может не радовать, друзья, не может не радовать. Так, хорошо, вот так вот давайте мы сделаем. Прекрасненько, мне подсыпало аж почти 1000 монеточек именно под конец на 15-й волне, когда мне осталось заваленить одного ежа. Вообще, спасибо огромное. Спасибо, друзья. Так, хорошо, 3 звезды. Мне кажется, что поиграли мы с вами действительно достойно и занимательно. Прошли кампанию, не потеряв ни одной жизни на невозможном. И красивенько заюзали вот хранителей леса. Хорошая, кстати, башня юнитов. Но спамом этих башен играть не очень, скажем, рационально и удобно. Потому что башня довольно дорогая. И вот в комбинации с поющими клинками будет вот прям, знаете, шикарненько. Поэтому играйте в Kingdom Rush, в классический Kingdom Rush, на мобилке, на ПК, в любом месте, в любое время, там, в свободную минуточку. Наслаждайтесь этим процессом, потому что игра действительно восхитительная. Берегите себя, и да пребудет с вами сила. Па-па.